what you said. They're gonna get dead. Osis на данный момент для меня один из самых топовых битбоксеров в мире. И это подтверждается его званиями, такими как онлайн-чемпион мира и первое место в отборе на Grand Beatbox Battle 2024 года. Всем привет, с вами Алексей Романов, a.k.a. Albit, вы на моем канале. И, как вы уже поняли по названию, в этом ролике мы обсудим топ-7 самых сильных битбоксеров в мире, по моему мнению, на данный момент. Серьезно? Нет, я прикалываюсь. Я уже записывал ролики подобного формата, рассказывал и показывал свои топы, различные топы, топ музыкальных, топ техничных и топ самых сильных соответственно. Всем не понравилось, что я поставил Вахтанга на первое место, но честно говоря, для меня на тот момент Вахтанг реально был одним из самых сильных битбоксеров мира, и он таким и остается, но, к большому сожалению, не в этом списке. Итак, что ж, погнали, топ-7 самых сильных битбоксеров в мире, по моему мнению, на момент июля 2024 года. Что мы включаем сюда? Обязательно, он должен быть на слуху, то есть должен быть какой-то популярный битбоксер, известный. У него должны быть батлы, должны быть победы на этих батлах. 100% найдутся люди, которые будут не согласны с моим списком, поэтому поставьте на паузу и напишите свой топ-7 в комментариях, кто для вас является самым сильным битбоксером в мире. А сейчас реклама. Ребята, я стал недавно владельцем Альфа-карты. И Альфа-банк поставил себе цель стать банком номером 1 в России. Они создали партнерский канал привлечения клиентов. То есть банк начинает платить своим клиентам и давать деньги за то, что они сами пользуются банковскими продуктами и за приглашение новых клиентов в банк. Не как обычно единоразово, а за то, что твои клиенты регулярно пользуются услугами и продуктами Альфа-банка. Да, по факту это обычный сетевой бизнес, но самым лучшим продуктом это деньги. Мы зарабатываем не только за свои действия, но за действия приглашенных агентов и приглашенных агентов приглашенных агентов. То есть мы получаем прибыль в 3 поколениях на постоянной основе. Вложений нет абсолютно никаких. Вы заказываете карту, она бесплатна в обслуживании, у нее много привилегий, кэшбэки до 5000 рублей, проценты от партнеров банка. Плюс ко всему к этому вы можете зарабатывать. Для заработка в первый месяц от 30 тысяч рублей нам нужно пригласить всего лишь 5 людей. То есть нам нужно выдать 5 вот таких вот карточек в месяц, чтобы у нас было 30 тысяч рублей стабильного заработка. И именно сейчас я собираю свою команду. Если ты хочешь зарабатывать вместе со мной, пиши мне в Telegram слово Альфа. И давай зарабатывать вместе. Но мы переходим к ролику. Ну что ж, а мы начинаем. И 7 место. Погнали. Очень крутой чувак из Соединенных Штатов Америки, который выиграл несколько батлов в Америке. Seven to Smoke, насколько я помню, на GBB выигрывал. Но почему я не включил этого битбоксера куда-то, не поставил, точнее, куда-то выше? Потому что он приходит на любой батл, он разрывает первые батлы. Да, там стадия отбора, либо же 1/16, 1/8. Все просто кайфуют, он разносит толпу, разносит оппонентов, но дальше чего-то не хватает. Дальше идут проигрыши почему-то, не знаю. Это король инвард-баса, King Inertia. Очень крутой чувак, один из самых сильных битбоксеров, 100%, куда бы он ни пришел. Он является явным фаворитом, но, к большому сожалению, как будто бы, больших побед пока не предвидится, пока не поменяется какой-то стиль, видимо. Но это не точно. Потому что за все это время он не стал чемпионом Америки. Make some noise for Pono! Да, он стал чемпионом Америки в тактиме, но в соло нет. На GBB 4 место, да, и вот только это единственное, это Seven to Smoke. Не, на GBB, да, он был в топ-4, то в прошедшем
который был год назад, он не прошел в батлы. Но нет стабильности какой-то. И вот именно поэтому для меня он и является одним из самых крутых, самых сильных, но не самым сильным. Поэтому 7-е место. Переходим к 6-му месту. Здесь тоже представитель Америки, Соединенных Штатов. Тоже долго думал, куда поставить этого битбоксера. Он должен был быть в моем списке 100%, потому что вице-чемпион мира, почти что двукратный чемпион GBB, да, в 2017-м. Было у него 3 попытки, было 3 финала, и 1 он взял. Он должен был становиться двукратным чемпионом GBB. Это личное мое мнение, он прошел очень уверенно все стадии, и отборочный, и 1/4, и полуфиналы, и в финале выступил, как по мне, намного лучше Ривера. Вы уже все прекрасно поняли, кто это. Это, конечно же, отец Нейпа. I'm a monster. I'm a monster. You don't look like you're having much fun. Нейпом это такой олдскульный уже, да, битбоксер, уже долгое время, уже почти 10 лет он на битбокс-сцене, да не почти, а 10 лет человек уже батлится, много чемпионатов выиграл, чемпионатов Америки, тот же GBB, и он всегда, куда бы он ни пришел, он один из фаворитов, он всегда в топе, поэтому в топ сильнейших, в топ-7 уж точно Нейпом должен присутствовать. Это строго мое мнение. You can roll like this, И переходим к 5 сильнейших. На 5-м месте, ну не знаю, я сюда его поставил только по одной причине. Действительно, вот одна весомая причина, я скажу сразу же, это Footbox G. Tell them to get Footbox для меня такой интересный, конечно, битбоксер, и как вы уже поняли, я сюда его поставил только за титул чемпиона мира. Только, ну, это был весомый аргумент, потому что ты должен участвовать в батлах, ты должен что-то выигрывать, и вот действующий чемпион мира, это звучит как бы, да, ну вы представляете, чтобы я не включил в список самых сильных битбоксеров в мире действующего чемпиона, как будто бы нелогично немножко звучит, поэтому Footbox на 5-м месте. Footbox мне нравится, классный битбоксер, классные темки, заслуженное чемпионство на самом деле на чемпионате мира. Но лично для меня, есть ребята посильнее. We don't joke when we throw the stones. Переходим к 4-му месту, к тому человеку, которому в моем списке чуть-чуть не хватило, чтобы занять призовое место. Человек, у которого просто невероятная техника, невероятный бас, невероятный флоу и музыкальное чувство. Бронзовый призер
прошедшего GBB, чемпион Азии 2017 года, это Винг. Невероятный человек, просто невероятный битбоксер. Я мечтаю когда-нибудь с ним увидеться, вообще просто послушать его вживую. Это что-то с чем-то. Хабанера, это вот его темка, просто невероятная. А Strange, да, на BBU тоже. Что еще нужно? Третье место на GBB. Чемпион Азии. Не знаю, в онлайнах он там батлился или нет. Всегда, на любом батле, куда бы он ни приходил, он является тоже одним из главных фаворитов любого соревнования. И для меня Винг является на самом деле одним из самых крутейших, самых сильных битбоксеров на данный момент. I set a fire in a no. I set a fire. Ну и переходим к самому сложному, переходим к тройке сильнейших, по моему мнению. И у кого бы я ни спрашивал, эти люди есть всегда с топ-3. Эти 3 битбоксера. Вот, возможно, вы сейчас написали свой топ-3, эти битбоксеры там будут, но будут меняться места. Все топы — это все дело вкусовщины, как и любое судейство на любых соревнованиях, на любых чемпионатах, особенно по битбоксу, где все дело вкуса, музыки и так далее, и тому подобное. Поэтому одним из самых сильных битбоксеров, который занимает 3-е место в моем списке, я считаю Дилоу. Я пошутил. Или нет? I am not a psycho, I just when they call the alchemist. Дилоу один из самых сильных битбоксеров в мире. И почему? Я объясню, почему я поставил его на 3-е место. Я поставил его только по одной причине. Потому что он давно не выходил на батлы. Все. Только по этой причине. Мы видим, что он выпускает множество крутого контента. Как он выступает на шоу-кейсах. Он в хорошей битбокс форме. У него также оточенные звуки классные. И я уверен, что когда он вернется в батлы, он будет явным фаворитом, если он вернется в батлы. Возможно, он где-то говорил, что больше батлить не будет, не знаю. Но для меня Дилоу, я бы его поставил на 1-е место. И, возможно, у всех он любимый битбоксер, у многих он любимый битбоксер, и многие его поставят на 1-е место. Но я его поставил на 3-е только потому, что он давно не батлился. А это ключевой фактор. Вот на момент 19, 20, да даже 21 года я бы сказал, что Дилоу самый сильный, самый крутой битбоксер в мире. Но на момент июля 24 года немножечко рейтинг поменялся. Ой, 2-е место. И тут просто была такая дилемма, вы не представляете. 1-е, 2-е место, 3-е, оно у меня постоянно менялось. Постарайтесь понять ход моих мыслей, почему на 2-м месте будет этот битбоксер, а на 1-м будет другой битбоксер. Топ-4 чемпионата мира
2023 года. Флорида Beatbox Battle прошлого года выиграна. И выигран был GBB. Вы все прекрасно понимаете, что на втором месте это Ривер. Почему же я поставил Ривера на второе? Во-первых, он проиграл баттл, который... Он проиграл человеку, который будет на первом месте. Проигрывал. Ну и самое тут ключевое, что для меня Ривер, сколько бы у него не было крутых звуков, сколько бы не было классных рутин, то, что он делает последнее вот время, мне не сильно стало нравиться. В момент, когда он записывал видеозаявку на GBB, это был один Ривер. И Ривер, который выиграл GBB, это немножечко уже другой битбоксер с другим стилем. Финал для меня показался, да и в целом выступление на GBB Ривера, кроме отборочного, мне не зашло. Мне не понравилось, потому что он старался сделать максимально сложно и музыкально, а тут как будто бы это одно с другим не вяжется. Лично, по моему мнению. Это, говорю, опять все вкусовщина. Но вот только вот по двум факторам. То, что он проиграл в финале, то, что мне не понравилось его выступление на GBB последнем, только поэтому я не могу поставить его на первое место. Ну а так, бесспорно, его шоу-кейс на чемпионате Германии — это просто высший пилотаж. Я все вот эти вот полчаса или там 25 минут, да, которые есть выступление, смотрел просто вот с такими глазами. Боже мой, кто ты такой? Так все отточено. Такие классные звуки, такие классные темы. Есть прикольные какие-то свои фишки, уникальный стиль. Крутой, классный, сильный битбоксер. Но есть, по моему мнению, человек сильнее. Вы все прекрасно уже поняли, кто это. 100% поняли. Чемпион Франции, чемпион GBB, Коллапс. Конечно, Коллапс. То, что он сейчас творит, это просто невероятно. Один из самых, точнее уже, вы поняли, самый сильный для меня битбоксер на данный момент — это Коллапс. That's what I do. That's what I do. Вы скажете, что тоже Коллапс не батлит год, не выступает, но у него есть шоу-кейсы, он выпускает классные темки, которые мы с вами посмотрим обязательно, потому что я не смотрел его клипы, и следующие ролики будут связаны с Коллапсом. И это что-то невероятное. Тема Light, которую он тренировал несколько лет, как он говорит сам, потому что ему не нравились хай-хеты, там, шорты все с этой темкой.
просто что-то невероятное. Если он вернется в батлы, я уверен, он будет на лидирующих позициях. И я надеюсь, что он закроет гештальт чемпионата мира, и что в следующем чемпионате мира он примет участие. Прям очень сильно на это надеюсь. И вообще в целом надеюсь, что такие сильные чуваки будут батлиться. They've never seen the light, nothing inside. No light. С вами был Алексей Романов, a.k.a. Beat. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить дальше реакции на коллапса. А там еще будет очень много интересного контента, который, я надеюсь, вам понравится. И вы оцените его по достоинству. Что ж, напишите еще в комментариях, какой топ вы бы хотели увидеть. Ну а мы подумаем, что можно с этим сделать. Всем пока.